Всем привет! Меня зовут Мария, и сегодня я расскажу вам о том, как я создавала эту объемную картину. Итак, все началось случайно. Почти. В интернете я наткнулась на объявление. В нем рассказывалось о том, как в некой галерее готовится выставка работ, посвященная одной теме – котикам. Я подумала, что было бы интересно поучаствовать. Выставка проходила в набережных Челны. Техника могла быть любой. Работа должна была быть выполнена на холсте размером от 40 см по меньшей стороне и соответствовать заявленной теме. Я некоторое время раздумывала над темой. Что вообще я могу сказать о котиках? У меня дома живет кот, его зовут Тень, и в последнее время он очень много общается с моим маленьким сыном. Что ж, на самом деле у них любовь. Дема любит котика и дает ему еду, а Тень сразу прибегает в комнату или ломится в ванную, когда Дема плачет. Но при этом, думаю, Тень выдыхает и расслабляется, когда мы с Демой уходим на прогулку. Я решила, что именно уставший, сонный Тень станет темой моей работы. На iPad я быстро набросала эскиз картины. Немного погоняла его по цветам и экспозиции и осталась довольна. Уставший сонный кот лежит в окружении детских игрушек. Ему уже все равно, где, лишь бы уснуть. На фоне кота пакет с подгузниками и сушилка для белья, где сушится одежда малыша. Все в картине пропитано духом присутствия ребенка в доме. Первое название, которое я задумывала для работы, стало «Когда малыш наконец-то уснул». Заказала холст размером 50 на 40 сантиметров. Размер выбирала исходя из пропорций эскиза. Когда холст только пришел, я подумала, что прогадала. Мне показалось, что холст большего размера смотрелся бы более выгодно. В дальнейшем я изменила свое мнение. Итак, дело за малым. Я переношу рисунок с эскиза на холст. После переноса эскиза я решила сделать легкий подмалевок, чтобы в дальнейшем не работать на чисто белом фоне. Продолжаю работу. Я сразу решила, что вся работа будет выполнена из плоских и объемных элементов. Самый главный элемент картины – кот. Начинаю с него. Я работаю воздушным пластилином. Начинаю заполнять контур. Это не первый мой опыт работы с этим материалом. До этого я уже делала одну картину и пару кукольных миниатюр, и осталась очень довольна. С этим материалом оказалось довольно легко работать в моих спартанских условиях, когда свободного времени почти нет, а вокруг постоянно крутится ребенок. Воздушный пластилин очень хорошо смешивается между собой и не липнет к рукам. Нанеся первый слой, я поняла две вещи. Во-первых, мне точно не хватит уже имеющегося у меня пластилина. А во-вторых, нужно сделать основу, иначе пластилина уйдет слишком много. Я заказала еще несколько наборов. И пока пластилин находился в доставке, я решила добавить в работу немного магии. А также сделать несколько заготовок из фольги. Я плотно смяла фольгу и сделала 4 заготовки. Одну под голову, вторую, самую большую, под туловище и 2 колбаски под лапки кота. Сначала попробовала закрепить заготовку на клей, но фольга оказалась слишком тяжелой и совсем не держалась. Тогда я стала закреплять свою заготовку кусочками пластилина. К самому себе пластилин липнет очень хорошо. Закрепив все заготовки на свои места, я стала добавлять объем кусочками пластилина. Приходилось часто прерываться, чтобы намешать новые куски. Заранее намешать большой кусок было нельзя. Воздушный пластилин очень быстро сохнет на воздухе. У этих перерывов были и плюсы. У меня было время остановиться и подумать, оценить свою работу. Так, в какой-то момент я приняла решение немного отойти от первоначального эскиза. Я сфотографировала работу и открыла ее на iPad, чтобы понять, в какую сторону двигаться дальше. И, подправляя работу поверх, я поняла, что первоначальная поза кота, хвостик у задней лапки, хорошо может смотреться в 2D,
но совершенно не подходит для объемного изображения, над которым я работаю. Поэтому я приняла решение распрямить хвостик. Так силуэт кота стал лучше читаться. Конечно, изменения эскиза имели свои последствия. Изначально в правом углу планировалась пирамидка, но теперь я не могла ее там разместить. Она бы очень конфликтовала с хвостиком кота. Пришлось отказаться от пирамидки и заменить ее 2 мечами. Также я примерно наметила объемы мордочки, сделала ушки. Дала пластилину немного подсохнуть. Настало время переходить к самому интересному. Расскажу про свою первоначальную задумку. Мне очень хотелось с помощью воздушного пластилина передать пушистость кота, его мягкую шерстку. Идея ко мне пришла, когда я работала над другой картиной. Там я хотела в этой технике выполнить волосы для девочки. Но для шерсти кота задумка тоже подойдет. Я катала из пластилина небольшие цилиндрики и прикрепляла на готовую основу. Так, волосок за волоском, кот стал обрастать шерстью. Начала с темных полосок на хвосте. Дело шло не быстро, но в результате я была уверена. После хвостика стала понемногу добавлять шерсть на лапки и туловище кота. Лапки и грудка у тенечка белые, но я начала с более темных оттенков, почти серого цвета, чтобы потом белым выделить самые акцентные шерстинки. Работа продвигалась. Мне хотелось подчеркнуть, что шерсть тенька состоит из множества шерстинок разного цвета, и на расстоянии они все визуально смешиваются, давая его полосатую серую окраску. Где-то в середине работы я поблагодарила Машу из прошлого за то, что она не стала покупать холст большего размера. Работа с шерстинками очень кропотливая, а мой кот и так примерно в 1,5 раза меньше настоящего. Я отложила заполнение мордочки на самый последний момент, чтобы сначала набить руку на не самых важных частях, приноровиться к технике и материалу. Для помощи себе в работе я с самого начала распечатала несколько фотографий тенечка. И в процессе часто с ними сверялась. Фотографии предоставил Леша, как самый большой фанат кота в нашей семье. Шерстинки на мордочке мельче. И именно на мордочке нужно было очень внимательно следить за цветом и направлением шерстинок. Работать над головой кота в итоге оказалось удобнее всего, перевернув холст сверху вниз. Черным цветом я выделила глаза и рот кота. Самые маленькие шерстинки оказались на носу. Вот такой котик у меня получился в итоге. Но это еще не все. Закончив котика, я принялась за элементы фона. Напоминаю, что кот по задумке лежит где-то среди детских игрушек. И окружающие его игрушки я тоже хотела сделать объемными. Перед самим котом лежит раскрытая книга. Я сделала для нее заготовку.
По задумке, это одна из книг для малышей, в которых почти нет текста, а только яркие картинки. Сами такие книги имеют довольно толстые страницы из плотного картона. Также я слепила плюшевого медведя. Я некоторое время размышляла, как сделать так, чтобы у игрушечного медведя и у живого кота шерсть на картине различалась. Пришла к тому, что решила отложить решение этой проблемы на потом, а пока сделала заготовку. Также сделала эскиз динозавра. Я просто обожаю динозавров, и мне очень хотелось добавить одного в эту работу. Мне очень понравилось то, каким он получился гладким и объемным за счет того, что я лепила его по слоям. Сделала заготовки для резиновых мечей. Хотела впоследствии нарисовать на них рисунки. И начала работу над фоном. Рисовала акварелью. И это была моя первая ошибка. Акварель постоянно стекала с холста, оставляла за собой разводы. Я предполагала, что она так себя поведет, и отчасти даже была к этому готова. Мне хотелось, чтобы реальный мир, помимо кота и игрушек, будто бы находился в дымке, был полупрозрачным, не совсем реальным. Но итог мне совсем не понравился. Разные объемные элементы спорили между собой, и каждый перетягивал внимание на себя. Работа будто бы рассыпалась на части. Было непонятно, куда должен смотреть зритель. Я понимала, что даже если продолжу и доведу задумку до конца, доделаю объемные элементы, самую главную проблему это не решит. Дело в композиции. В эскизе я хотела заключить кота в некую рамку из окружающих его предметов. Но на практике выполнить эту задумку не удалось. Я не сильно расстроилась, приняла свою ошибку довольно спокойно и удалила все объемные игрушки с холста, оставила только кота. Тяжелее всего мне далось расставание с динозавром. Очень уж он мне понравился. Я аккуратно перенесла его на другой холст, где позже слепила еще 2 динозавров. Теперь у первого динозавра появились друзья. После того, как я удалила все фигурки, решила закрыть фон одним цветом. На этот раз красила акрилом. Краска ложилась хорошо и была довольно укрывистой. Я стала думать, что же делать дальше. Я снова сфотографировала кота и вернулась в Procreate. Мне хотелось развить тему снов, ведь котик на моей картине спит. Так я добавила рыб. Рыбы снятся котику и одновременно уводят его в сон. Это как считать овец. Внизу решила нарисовать ковер, чтобы немного заземлить кота, оставить какое-то напоминание о реальном мире. Плюс мне очень нравится, как ворсинки ковра гармонично сочетаются с шерстинками кота. Вот такая работа у меня получилась. В самом конце добавляю шерстинки на ушки. Делаю светлые акценты на лапках. Дело за малым. Осталось подписать работу. Вот вы и узнали историю создания этой картины. Я решила подарить эту работу Лёше. Отчасти потому, что она очень мне понравилась. В самом начале я хотела отправить ее на выставку и там продать. Но в самом конце поняла, что мне будет жаль с ней расставаться. И вторая причина в том, что работа, если пройдет отбор, точно не переживет доставку почтой. Шерстинки получились довольно хрупкими. И хоть они хорошо держатся на своем месте, лучше их лишний раз руками не трогать. Заявку на выставку я все-таки отправила. Мне было интересно, взяли бы мою работу или нет. На момент записи голоса для этого видео итогов я не знаю. Так что у этой истории открытый финал. Спасибо всем за то, что досмотрели до конца. И увидимся в новых моих видео.